Добрый день, друзья! Вы на канале «Мы в Испании», и мы сейчас находимся в Испании, провинция Аликанте. Все, кто подписался совсем недавно, меня зовут Алексей, и сегодня мы хотим поговорить о интересной теме, о зеленой энергетике. Солнечная энергия, электромобили, зарядные станции – все это, скорее всего, в ближайшее время затронет всех нас, потому что весь мир переходит к возобновляемой электроэнергии, к солнечным технологиям, к электромобилям. И все, что сейчас появилось за последнее время, я могу уже сказать, за последние 15 лет, совсем скоро все мы будем использовать. И как это использовать, и с чего начать, сегодня мы поговорим в этом ролике. Так как мы находимся в Испании, сегодня поговорим про Испанию. Все, кто живет в Испании, получают счета от Ибердролы на каждой платежке, на каждой фактуре может увидеть, компания отчитывается, что сегодня 45% выработано от возобновляемых источников, 25% выработано от атомных станций в Испании, и всего лишь 30% переходит там на газовые станции, на угольные станции и так далее. Правительство поставило задачу, что вот эти 30%, которые остались, которые сейчас занимает выработка угольных станций, газовых станций, их нужно как можно больше процентов перевести именно на зеленые источники, а в частности на солнечную энергию. Ну а как это сделать? Все очень просто. Нужно создать такие условия, чтобы каждый владелец дома, каждый владелец жилья установил себе солнечную систему до 10 киловатт и таким образом компенсировал те затраты, которые правительство тратит на выработку, на производство этой энергии. И сейчас, в данный момент, каждый, кто заключает новый договор, у кого есть жилье, видит прекрасно, что стоимость новых подключений домов к электроэнергии растет ежегодно. Но мы сегодня расскажем, с чего начать, и начнем мы с того, что каждый домовладелец может установить себе абсолютно просто и абсолютно выгодно домашнюю станцию до 10 киловатт. Почему до 10? Те станции, которые до 10 киловатт, очень легко оформляются для продажи электроэнергии в сеть. Во-вторых, это значительно выгодно для такого дома, у которого установлена мощность в районе 5-15 киловатт. 10 киловатт – это самый тот такой предел, который проще установить. Стоимость оборудования достаточно просто посчитать, и стоимость получения прибыли тоже это можно компенсировать своим потреблением этой энергии ночью. Если станции мы рассматриваем от 10 киловатт и до 100 киловатт, то здесь уже нужен проект, здесь немножко другие условия для подключения, потому что это будет, скорее всего, трехфазная сеть. Здесь уже нужен будет проект, а проектирование здесь тоже достаточно дорого стоит, от 2000 евро. И еще один момент – электроэнергия как бизнес. Если вы хотите там от 100 киловатт и выше, это уже особые плантации, у кого есть большая земля, можно создать там солнечную батарею и продавать уже как в качестве бизнеса, в качестве энергогенерирующей компании. Я могу сказать, что очень много скептиков, которые не верят в зеленую энергетику, которые думают, что солнечные панели быстро деградируют. Все это уже давным-давно ушло, сейчас совершенно новые технологии, совершенно новые панели. Я уже много раз говорил в своих роликах, что солнечные панели, они настолько прогрессируют, что в последнее время, вот уже в 2022 году появились панели с коэффициентом КПД 22%, срок службы уже ставят там до 35 лет. Срок службы на инверторы, если первые инверторы, которые мы устанавливали, они заканчивали свою работу там через год, через 3, то сейчас уже гарантия производителя доходит до 10 лет. То есть, соответственно, уже просчитать систему, вот все, что на побережье устанавливается с этим испанским солнцем, сейчас окупается в течение 4-6 лет. Я могу сказать, что помимо этой окупаемости, 80-90% люди получают энергию уже от солнца, и счета сократились, посчитайте, на 90%, на 80-90%. Это реально работает, и солнце работает, естественно, в Испании очень хорошо и почти круглый год. Ну а я хочу рассказать лайфхак, который или жизненный опыт, который вы можете использовать у себя.
Это каким образом установить солнечные системы, как перейти на электромобили, где заряжать свой электромобиль и как все это сделать так, чтобы для вас это было совсем выгодно. Ну а чтобы максимально и в комплексе получить выгоду от зеленой энергетики и убрать этот процент не 90%, а до 100%, нужно начать с того, что определиться и перейти полностью на зеленые технологии. Это очень просто сейчас. Первое, это нужно перевести свое жилье на солнечную энергию, ну, условно там до 10 киловатт установить солнечные панели, инвертор. Второе, пересесть на электромобиль, мы о нем поговорим сейчас ниже. И третье, установить зарядку, или как по-испански говорят, каргадор для своего электромобиля или coche eléctrico. Теперь о электромобилях. Электромобили разные, формы и все остальное вы это прекрасно знаете по интернету. Мы сейчас поговорим по технической части каждого электромобиля. Если вы выбираете электромобиль, помимо всего красоты, мощности и так далее, у электроавтомобиля появился такой параметр, сколько проедет. Вы можете этот вопрос больше не задавать продавцам, потому что продавцы не все электрики и не все инженера. И задавайте один вопрос, спрашивайте, какая емкость батареи. Если вы знаете емкость батареи, то на сегодняшний момент каждый электромобиль тратит примерно 15-20 киловатт, запомните, 15-20 киловатт, здесь будет написано, тратит на 100 километров пробега. И, соответственно, зная свою емкость электроаккумулятора, который в вашем автомобиле, вы можете разделить на 15 или на 20 и получить запас хода. Следующий момент при приобретении электромобиля — это то, что есть ли охлаждение вашей батареи. Ну, если находитесь вы в северных краях Германии, то подогрев. Многие электромобили, которые выпускались французскими концернами, нет у них жидкостного охлаждения, воздушное охлаждение. И, соответственно, здесь, в Испании, в жарком климате, допустим, летом, если сейчас жара, вот у нас вечер, сейчас 30 градусов, то батарея при зарядке очень сильно перегревается. И то воздушное охлаждение, которое присутствует в электромобиле, оно работает постоянно, батарея быстро деградирует, и, соответственно, гарантия вот здесь в Испании на все электромобили этого типа каждый производитель ставит только всего лишь 7 лет. Еще один момент. Помимо охлаждения батареи, еще хочу уточнить такую маленькую ремарку: тепловой насос. Те, кто ездит зимой на электромобиле, те автомобили, на которых стоит тепловой насос, это значительно выгоднее использовать, потому что вы ту энергию, электрическая, которая преобразовывает, вам идет на нагрев, на обогрев салона. Когда у вас стоит тепловой насос, то вы тратите в 4 раза меньше запаса хода своего электромобиля, а это очень важно. И последнее, обращайте внимание на возможность заряжать на быстрых станциях. Отличает очень просто, на всех машинах есть разъем тип 2, а на тех европейских станциях, которые быстрые зарядки, называются там суперчарджеры так называемые, на них идет тип CCS. Это такой же разряд, как тип 2, только снизу еще 2 контакта постоянного тока. Обращайте внимание, просто открыв лючок электромобиля, если вы видите эти разъемы, значит машина поддерживает быстрые зарядки. Ну и теперь самое интересное — зарядные станции для дома. С чего начать, как установить, какую мощность и как рассчитать. Ну а для того, чтобы выбрать зарядную станцию для своего электромобиля, для дома, имейте в виду, что у нас у каждого дома есть автомат, он порядка 40 ампер. И почти все домашние станции, они рассчитаны на 32 ампера, то есть по испанским меркам это 7,4 киловатта. Чтобы понять, сколько будет хватать, через сколько вы зарядите свой электромобиль или сколько вам будет хватать мощности для зарядки электромобиля, это тоже все очень просто. Вы берете мощность своего аккумулятора электромобиля, емкость вернее, и делите на мощность станции, которая его заряжает. Считается очень просто. И почему все станции сделаны именно вот 7,4 киловатта, а не меньше, не больше, постарались максимально заполнить, скажем так, возможное пространство. И те электромобили, которые сейчас выпускаются, в основном емкость батареи порядка 70-80 киловатт-часов. И получается, что если вы 70 разделите условно на 7, то ваш автомобиль, электромобиль, будет заряжаться 10 часов. Вот и все просто. То есть вы приехали домой, воткнули в розетку, через 10 часов ваш электромобиль заряжен. Ну а раз вы решились перейти к зеленой энергетике,
установились солнечные панели порядка 10 киловатт или 5 киловатт, без разницы. В течение дня ваша солнечная система, часть идет у вас там на дом, на бассейн и так далее, а часть энергии вы отдаете в сеть. И когда вы приезжаете домой, вы втыкаете разъем в разъемный порт своего электромобиля, и ваш автомобиль заряжается энергией ночью, той, которую вы днем, ваша солнечная панель выработала и закачала в сеть. И по дешевому тарифу, здесь есть тарифы там, от 3 центов, 3-5 центов, вы заряжаете почти бесплатно свой электромобиль. Ну а теперь я хочу рассказать, кому все это нужно, с чего начать и как правильно реализовать. Ну, во-первых, начнем с того, что если вы проживаете в Испании круглый год, еще раз, если вы каждый день, не приезжая сюда раз в месяц, то, естественно, вам это нужно. С чего начать? Первое, что можно начать, это установить солнечные панели и инвертор, ну, условно, смонтировать свою солнечную электростанцию. Мощность вы подберете ту необходимую именно вам, именно вашему дому. Инженеры вам все рассчитают. Когда вы только смонтировали солнечную панель, вы уже будете потреблять энергию от солнца. Сейчас все это реализуется программным путем на каждых инверторах, сетевой. Система уже вышла на уровень достаточно доступный. И следующим этапом вы переходите к оформлению. Оформление занимает некоторое время, но это того стоит. После того, как вы все это дело оформили, подали в свою администрацию, вернее, администрацию бытовой компании, и заключили договор на продажу электроэнергии, то вы уже в нем ту энергию, которую вы не потребили на свой дом или на свою квартиру, вы ее продаете в сеть. Следующим этапом вы устанавливаете себе зарядную станцию на электромобиль, ну или покупаете уже электромобиль, или пользуетесь, и начинаете заряжать либо ночью ту энергию, которая идет по дешевому тарифу, либо днем от своих солнечных систем или от той лишней энергии, которую можно брать именно от солнца и достаточно выгодно. На сегодняшний момент именно вот такая реализация, эта последовательность самая, я считаю, адаптивная, такая самая применимая в Испании. И достаточно много уже людей, счастливых обладателей уже есть, которые поставили солнечные панели, поставили зарядку и купили электромобиль. И счастливые пользуются, и всем желают того же счастья. Но я могу сказать, что мои слова подтверждают то, что сейчас на рынке появился, именно на рынке в Испании, здесь появился дефицит самих инверторов. Инверторы уже заказ на сегодняшний момент, некоторые модели идут там на август месяц, а некоторые модели даже на октябрь. Это говорит о том, что народ уже устанавливает, люди поняли, что это выгодно, и сейчас начался именно бум зеленой энергетики. Это вы можете видеть и по YouTube, по блогерам, по публикации, которые есть в прессе. То есть регулярно фигурирует, что люди устанавливают солнечные панели, люди переходят на возобновляемые источники. И на сегодняшний момент именно так и есть, мы это тоже видим и чувствуем. И я считаю, что в ближайшее время мы все-таки перейдем на солнечную энергию. У меня есть знакомые, которые уже установили солнечные панели и пересели на электромобили. И уже через 3 месяца те, кто поставил солнечные панели, стали получать счета значительно дешевле, а те, кто пересел на электромобили, обратно вернуться на дизеля или на бензин абсолютно не хотят. Так что, друзья, надеюсь, этот ролик был вам полезен. Ставьте лайк, не забывайте подписываться, кто не подписан. До новых встреч, всем добра и удачи!